Вот такое обалденное вкусное блюдо я сегодня приготовил к нам на ужин. Это картофельно-куриная запеканка. А на сладкое на десерт сделал ягодный кисель со сбитыми сливками. Выглядит аппетитно, но в то же время обалденно вкусно получилось. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И сегодня я решил с вами поделиться методом приготовления очень вкусного блюда. Это картофельно-куриная запеканка. Делается сравнительно легко, не занимает много продуктов, а все продукты, то, что у вас под рукой. Единственное, что немножко займет время. Если вы такого раньше не делали, посмотрите, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое. А если вы такое раньше делали, посмотрите, может быть, я чуть-чуть по-другому делаю, чем вы. А что время терять, пойдемте покажу, что я буду делать. Так, в первую очередь я хочу развести один куриный бульон в кубик. Сейчас у меня чайник закипит, это мы разведем. Так. И пускай это потихонечку растворяется. Мы время от времени будем помешивать. Для этой запеканки мне понадобится курица, жареная курица. Эту курицу, что у меня сейчас есть, я подсолю немного. Поперчим. Рукой я сейчас это все перемассажирую и отправлю сразу в аэрогриль. Там она прожарится, и потом мы охладим и порежем на маленькие кусочки. Так что теперь это отправляю в аэрогриль. В то же время я в микроволновке изготовил замороженную морковку. Пускай это теперь остывает. А я сейчас займусь картошкой. Почищу картошку и покажу, как я буду нарезать. Итак, картошку я почистил, вымыл. И теперь мы порежем ломтиками. Вот примерно такой величины. Итак, курица у меня прожарилась, отсоединила от костей и порезала на мелкие кусочки. В то же время у меня картошка тоже уже готовая здесь. И сейчас мы сделаем болтушку для нашей запеканки. Для болтушки возьму 4 яйца. И в то же время у меня духовка уже включена на 180 градусов. Так, сюда отправляем теперь сметану. Это такая большая упаковка здесь, 400 грамм. Добавляем порошок лука. Порошок чеснока. Молотый перец. Подсолим по вкусу. И я приготовлю сейчас миксер. И теперь сюда добавляю куриный бульон. И все это собьем сейчас. Так, теперь у нас готово. Сейчас я это уберу немножко здесь. Так, здесь я взял противень. Сейчас я попрыскаю маслом растительным как следует. Так.
Теперь я делаю слой картошки. Морковку. Все отправляем сюда теперь. Такой слой морковки. Теперь мы сюда отправляем курицу. Картошка. Беру нашу болтушку и заливаем болтушкой сверху. Вот так. И отправляем сейчас в духовку 180 градусов 45 минут. И потом мы вытащим и еще посыпем сверху с сыром. Так что с Богом. Итак, на сладкое я также решил сделать ягодный кисель. У меня здесь замороженные ягоды, клубника с черникой. Сейчас отправим сюда. Вот так. Залью это водою. На 3/4. Добавляю сахар по вкусу. Примерно так достаточно для меня. Если надо, я еще добавлю. И поставим это на плитку вариться. А в то время мы разведем крахмал. Для этого количества воды, что у меня здесь примерно 3 столовые ложки крахмала пойдет у меня туда. Так, сейчас я разведу это водой. И мы это добавим в кастрюлю, как все у нас закипит. Конечно, перед тем, как добавить в кастрюлю, мы должны хорошо как следует размешать, потому что крахмал имеет свойство приседать на дно. И единственное, что вам скажу, что очень интересно, я искал, как же перевести кисель на английский язык. Но у них получается как-то желе. Так что я когда своим детям здесь подаю это, я говорю, это жидкое желе. Потому что я дословно перевода для киселя на английский язык не смог найти. А кто меня смотрит, вы знаете, у меня английская семья здесь, так что я все равно делаю восточноевропейские блюда в основном здесь. Вот и все. Теперь мы будем ждать, как у нас закипит там кастрюля, и тогда мы добавим в кастрюлю. И перед этим еще попробуем на количестве сахара. Если нам надо, то еще сахар добавим. Итак, как вы видите, у меня ягоды здесь закипели. И теперь я сейчас помешаю наш крахмал. Вот такой кисель получается. Как я детям говорю, это жидкое желе. Я попробовал давить на сахар, мне достаточно сахара. Сейчас я поставлю на маленький огонь. Вот так. И пускай минут 5 так покипит, и тогда можно будет выключать. И на этом у нас кисель будет готовый. Делать сравнительно легко, но в то же время обалденно вкусно. Итак, этот кисель, что мы сделали, очень хорошо его можно подавать в холодном виде со взбитыми сливками. То, что я сейчас тоже быстренько сделаю.
Я, ради бога, никого не хочу учить на моем канале. Я только с вами делюсь тем, что я делаю. И, может, вам подкину идею сделать то же самое или наподобие такого. Почему бы и нет. Итак, сахар добавляю по вкусу. И взбиваем. Итак, сливки у нас сбились. И сейчас это поставлю в холодильник. И потом, как кисель остынет, сверху киселя мы положим. Так что еще одна вам идея, что можно приготовить на сладкое. Так, запеканка у нас красиво уже выглядит здесь. Смотрите, какая прелесть. И теперь на этом этапе мы сверху еще посыпем сыром. И обратно отправим в духовку. И обратно идет в духовку на 15 минут до готовности сыра. Вот такой финальный результат у меня вышел с духовки. Смотрите, как аппетитно все выглядит, красиво. Теперь я дам 10 минут постоять, и там, может быть, подавать на стол. Ну, вот такой финальный результат получился. Честно говоря, результатом я очень-очень доволен. Получилось очень вкусно. Картофельно-куриная запеканка под сыром. И также я сделал ягодный кисель со взбитыми сливками. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на ужин или на обед. А именно, если я сделал картофельно-куриную запеканку, запеченную под сыром. Я считаю, что это блюдо очень хорошо можно подавать на любой праздничный стол тоже. Выпекал я при 170 градусах 45 минут и потом 15 минут вместе с сыром. И также на сладкое, в качестве десерта сделал кисель с клубники и черники. И к этому я еще сделал взбитые сливки. Получилось все обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или наподобие такое. Почему бы и нет? Попробуйте. Вам тоже понравится. А на этой аппетитной ноте хотел бы попрощаться. Моя семья садится теперь за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.